Привет из Таиланда! Сейчас я прохожу песочницу на Пхукете. Сегодня мы с вами посмотрим, что происходит на пляже Ката. Прогуляемся по нему, посмотрим, сколько здесь людей. А еще я буду делать антиген-тест и расскажу вам, что это такое. Ката и Корон – очень популярные районы Пхукета. Раньше здесь часто отдыхали пакетные туристы. Именно поэтому на них больше всего отразилась нынешняя ситуация в мире. Это особенно чувствуется на участке между двумя пляжами. Раньше здесь располагались многочисленные отели, сувенирные магазины, рестораны и массажные салоны. Сейчас многие из них закрыты, хотя заметно, что эти места потихоньку оживают. Возле пляжей и на Короне, и на Кате уже все зашевелилось. Пляжи Ката и Корон считаются одними из самых красивых на Пхукете и одними из самых спокойных. Я выбирала между ними и выбрала Корон. Мой отель находится там. В одном из прошлых видео я показывала вам, как там дела, и там сейчас довольно спокойно, туристов почти нет. Мне стало интересно, как дела на Кате, и я решила сюда съездить и показать это вам. Сейчас я нахожусь на Кате, и мне кажется, что людей здесь побольше. Хотя, конечно, тоже их не очень много. В другое время, когда все нормально, здесь, конечно, ближе к Новому году появляется много туристов. Здесь даже сложно проходить к морю, потому что все очень оживленно, жизнь кипит, все купаются, загорают, отдыхают. А сейчас пляж довольно пустой, но немногочисленные туристы прогуливаются, лодочки катаются. В общем, жизнь здесь как будто бы есть, не замерла она, конечно, но все равно не так, как было раньше. Вообще пляж Ката мне очень нравится. У него такой приятный песочек плотный возле берега, и по нему очень удобно идти, не утопаешь, и прям хорошо. Еще здесь плавненький заход в воду, поэтому его выбирают туристы с маленькими детьми. Здесь очень комфортно. Если сравнивать с Короном, я бы, наверное, выбрала все-таки Корон, и я рада, что выбрала именно его, потому что там песочек более белый и вода более голубая. Мне он как-то больше нравится. Хотя пляж Ката очень хорош для того, чтобы здесь сделать красивые фотографии. Посмотрите на фоне этих лодочек. Сзади такой остров, зелень, водичка такая красивая. В общем, идеальная гармония, такой настоящий Таиланд. Если вы были когда-нибудь в провинции Краби, на острове Рейли, это такой экскурсионный остров, туда ездят очень часто с турами, и вы, наверное, узнаете в нем кусочек Каты, потому что вот они очень похожи, мне кажется, между собой. Если не видели, загуглите в интернете, сравните, и вам захочется там побывать. И здесь тоже, я думаю, потому что здесь прямо очень красиво. Еще один плюс пляжа Ката – то, что здесь не проходит рядышком дорога. Рядом с Короном дорога есть. Правда, машин не слышно, но все равно вдруг вам это важно. А здесь вообще ничего, здесь прям стоят отельчики, и все, сразу же уже начинается пляж. Но есть минус, то что, например, на Короне и на многих других пляжах переходишь через дорогу, и там есть супермаркет, 7-Eleven или какие-нибудь туристические лавки, палаточки с напитками. В общем, можно купить себе что-то перекусить, попить или сходить в кафешку и посидеть с красивым видом покушать. А здесь стоят сразу отели, ресторанчиков здесь нет. Я не знаю, как в обычное время было, может быть, здесь, конечно, стояли какие-то палаточки, лавочки, но сейчас ничего этого нет. Поэтому за напитками или за чем-то вкусненьким придется прогуляться. Несмотря на то, что туристов сейчас мало, вот смотрите, за моей спиной есть водные развлечения. Так что, несмотря на то, что людей нет, скучно здесь не будет. Я читала в интернете, что пляж Ката очень маленький. Я себе его представила вообще крошечкой. Выходишь, и все здесь вот так вот на одном таком маленьком пространстве. А оказалось, что он довольно протяженный. Он, конечно, поменьше, чем Корон, но все равно здесь есть где погулять. Вот я иду уже, столько прошла, еще впереди идти. И мне это очень нравится. Пойду посмотрю, что там дальше. Заметила интересную вещь. Вчера я купалась на пляже Корон, и меня всю искусали планктошки, знаете, такие невидимые, которые такие щипаются, прямо непонятно что, как будто маленькие-маленькие медузки, но они так не больно, но щипаются. А здесь этого нет. Я купаюсь уже вот сколько времени, и вообще меня никто ни разу не укусил.
Интересно, здесь всегда так? Если вы об этом знаете что-нибудь, напишите, пожалуйста, в комментариях. Почему не кусаются? А еще здесь, смотрите, какая прозрачная вода. Видите мои руки? Класс! Такая чистая. А еще Ката славится атмосферными тайскими лодками. Их можно арендовать. Если захотите, отсюда вас отвезут на острова и через какое-то время доставят обратно. Но если вы проходите песочницу, то не забывайте, что на дальние расстояния перемещаться пока нельзя. Я успела посмотреть острова Рача и Коралл. Ссылку на это видео оставлю в описании. Пляж Ката мне понравился, я вам его рекомендую. Если вы были в обычное время на пляже Ката и Корон, напишите, пожалуйста, в комментариях, как они выглядели до закрытия границ. Мне очень интересно. И напишите, какой из них больше понравился вам. В разгар дня к пляжу подъехали макашницы, тайские тележки с едой и напитками. На Кате их не очень много, но радует, что они есть. Меня сразу привлекла тележка с блинчиками. Это популярная уличная еда в Таиланде. При заказе вам нужно выбрать соус. Обычно это шоколад, джем, карамель или что-то еще. А также наполнитель – манго, ананас, банан и другие фрукты. Есть и несладкие варианты с сыром и ветчиной. Один блинчик стоит 50 бат. Он достаточно сытный. В соседних макашницах можно купить кофе, газировку или фруктовые смузи. Я больше всего люблю шейк из ананаса. В составе только колотый лед, немного сладкой воды и сочные тропические фрукты. Напиток получается освежающим и очень вкусным. Цена большого стакана 50 бат. Это блинчик с манго. Прям большие кусочки. Очень необычное сочетание. Похоже немножко на наши блинчики, но такие более хрустящие, такие прикольные. И с манго, и с шоколадом это очень-очень классное сочетание. Мне нравится. Вообще обязательно в Таиланде нужно попробовать вот такие блинчики. Еще я взяла с бананом. Идеально! Я думаю, все представляют вкус блинчиков с бананом и шоколадом, а вот это такой более экзотичный. Мне очень нравится. Рекомендую. Сегодня мой 6-й день пребывания в Таиланде по программе «Песочница». Это значит, что пришло время делать антиген-тест. Вот такой пакетик выдают каждому туристу в аэропорту. Сначала вы сдаете ПЦР, а потом получаете на руки вот такой пакет. Здесь есть QR-код, его можно отсканировать, чтобы прочитать инструкцию, как правильно сделать антиген-тест. Там огромный PDF-файл, есть на разных языках инструкции, но на русском, к сожалению, нет. Что у нас в пакетике? Это вот такая палочка. Всем она уже знакома, ей делают ПЦР-тесты. Это кассета. Сюда нужно будет капнуть, и здесь отразится ваш результат. А капать мы будем вот этой жидкостью. Сначала палочку в нос, берем пробу, так же, как вам делали в аэропорту, просто пошарить там в носу. Дальше опускаем сюда, поболтаем 10 секунд, потом закрываем вот этой штучкой, вот так вот, и капаем на кассету 3 капли, ждем 15 минут, и затем отразится результат. Давайте делать.
Набор я собрала. Теперь нужно капнуть вот в это отверстие с буковкой S 3 капли. Теперь ждем 15 минут. Результат теста нужно отнести на ресепшн в вашем отеле. Они сделают себе пометочку и выдадут вам необходимые документы, чтобы вы были свободны и ваша песочница закончилась. Я подождала несколько минут и уже четко вижу одну полосочку. Это значит, что все хорошо. Пора нести на ресепшн. За первую неделю в Таиланде я поняла, что песочница – это совсем не страшно. Я каждый день гуляла, купалась, ходила на массаж, ужинала в ресторанах, даже на острова съездила. Не слушайте негативных блогеров. Если вы скучаете по Таиланду, приезжайте. Моя песочница на Пхукете закончилась, и уже скоро я поеду на остров Самуи. Подпишитесь на мой канал, потому что впереди еще много интересных выпусков из Таиланда. Ставьте лайки, если вам понравился пляж Ката. Пока!